В этом видео мы посетим жуткий дом, затерянный где-то в лесу. Там есть электричество и явно иногда кто-то туда приходит. Это самое неприятное место, где мне удалось побывать за время своих походов. Возможно, там живет отшельник, а может, это логово наркоманов. Внутри невыносимый запах, и вряд ли адекватный человек может жить в таких условиях. Когда мы там находились, мы думали, что хозяин дома где-то рядом и может вернуться в любую минуту, ведь недалеко в лесу лежал мопед, но на обратном пути мопед был все там же, и возможно он лежит уже несколько дней или недель. Пишите в комментариях, что вы думаете про это место. А начнем мы с самого конца нашего похода. Посмотрим на лежащий в лесу мопед рядом с дорогой по пути к дому. Так, ребят, вернулись немножечко обратно. Вот такая вот дорога в лесу, заросшая, вечер. И тут лежит мопед. Прямо в лесу лежит мопед. Мы когда проходили, думали, что может какие-то металлоискатели что-то тут копают где-то, ищут, оставили свой мопед. Но как оказалось, когда мы прошли дальше, там был этот странный жуткий дом, и, судя по всему, этот мопед принадлежит его владельцу. Motoland. Весь движок в грязи, все в грязи, он просто тут валяется. Прошло уже несколько часов, мы ходили в другую деревню, снимали там, возвращаемся, и он все еще тут валяется. Что здесь вообще происходит? Просто мопед в лесу, просто странный дом. Жуткий странный дом. Как он вообще сюда на нем заехал? Как он отсюда выезжает по этой дороге? Ну, достаточно, кстати, неплохой мопед. 7 часов. Нам еще 3 километра идти до машины. Мы просто находимся посреди леса. Оставляем этот странный мопед. Надеюсь, его когда-нибудь отсюда заберут. Это не его последние дни. Как вы видите, никакой дороги вокруг нет. Дорога тут очень старая, заросшая. И ехать по ней весьма проблематично. А уж тем более на такой технике. Вот такая вот странная история по пути в заброшенную деревню сегодня с нами приключилась. В этом доме. Не знаю, кто тут живет. Я думаю, мы никогда этого не узнаем. Живет ли он до сих пор? Жив ли он? Может, умер где-то в лесу? Вообще, кто этот человек? Одни вопросы порождает сегодняшний день. Двор уже рухнул, но крыша в достаточно неплохом состоянии находится. Что-то висит на веревке. Будет достаточно странно, если тут кто-то живет, потому что дом, того и гляди, рухнет. То есть деревня состоит на данный момент всего лишь из одного дома. А вокруг бескрайние просторы. Возможно, раньше, естественно, домов было больше, но они не уцелели до наших дней. Надеюсь, тут не живет никакой отшельник. Провода к дому, как это неудивительно, подходят. А это на самом деле очень удивительно, что дом до сих пор не отключен от электричества. Вижу замок, не знаю, закрыт он или нет. Окно разбито. И вот такая вот ситуация перед домом.
Там что-то стоит. Не очень понятно. Что-то из металла. Видимо, раньше тут был забор. Чугунная печь, лестница. И вот такой вот домик, уходящий, можно сказать, под землю. До сих пор натянута веревка со скрепками. Может, охотники это используют как свою базу время от времени. Смотрите. Вот оно. Это вездеход. Полуразобранный вездеход. Хотя я не уверен, что он полуразобранный. Все колеса на месте. Цепи даже на колесах. Руль, сиденька. И через него уже кусты растут. Смотрите. Тут, видимо, стоял мотор. Мотор, естественно, сняли. Видимо, житель этой деревни на этом вездеходе ездил. Фонари на месте. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Это самодельная багги, можно сказать. Там даже спидометр вделан. Руль, по-моему, от «Жигулей». То есть и зимой на нем тут ездили, судя по цепям. Вот так вот выглядит домик. Мы еще не пробовали туда войти. Ребят, это что-то невероятное. Я удивлен, приятно удивлен. Какая-то труба под колесом. Может, это кардан. Я не знаю. Может, застрял он тут. Или просто, когда его кто-то разбирал, положил сюда. Руль уже не крутится, все очень сильно заржавело. Не знаю, от чего стоит руль, значка не видно. Смотрите, амперметр. Весьма интересное средство передвижения по данной местности. Вокруг бескрайние просторы, леса, поля. Кто же жил в этом доме? Кто этот одиночка? Наличники с сердечками. Две лестницы ведут на крышу. Антенна от телевизора. Или там кто-то до сих пор живет? Или кто-то время от времени тут явно появляется? Замок просто накинут. О боже, что происходит внутри? Ребят, тут живет какой-то отшельник. Смотрите, старый плуг. Вот так вот выглядит крыша. То выгляди, все рухнет скоро. И тут мопед Зонгшен. Мопед Зонгшен, что он тут делает? Я сейчас хочу заглянуть вовнутрь. Смотрите, там лежит мотоцикл. Сейчас тут никого нет. Я хочу заглянуть сейчас вовнутрь, пока никого нет, и посмотреть, что там происходит. Мотоцикл с коляской. Тут живет какой-то отшельник с мопедами в разрушенном доме, в котором есть электричество. Там какой-то насос работает в данный момент. Но так как замок был накинут, естественно, внутри никого не должно быть. Сейчас Олеся посторожит. Я зайду вовнутрь, погляжу, что там осталось. Это очень-очень странное местечко.
Итак, ребят, тут явно кто-то есть поблизости. Это старый холодильник работает. Я думал, насос. Есть кто живой? Господи, как тут пахнет. Что тут происходит? Это какой-то Silent Hill. Буквально зайду на минуту, ребят. Тут очень воняет. Лампочка горит. Капец, тут кто-то живет. Господи. Старые часы с древним телевизором. И он тут спит. Где-то посреди леса, в заброшенной деревне живет какой-то бездомный, какой тут срач. Ребят, какой тут срач. У него мопеды, как он тут вообще ездит. Олеся сейчас сторожит. Она мне позвонит, если что-то пойдет не так. Потому что если человек передвигается тут на мопедах, его явно будет слышно издалека. Господи. Вся проводка на каких-то скрутках, все в копоти. Что здесь происходит? Кто-то копошится на потолке, возможно, мыши. Я не знаю, слышите вы сейчас? Может, они под обоями живут. Ну, в принципе, неудивительно. Паутина повсюду. Жуть. Буржуйка. Ребят, я с таким сталкиваюсь первый раз в жизни. Все, последний взор на это место. В принципе, смотреть тут не на что. Очень-очень плохо пахнет. Может, он увидел нас и сам спрятался в данный момент. Приемник. Плитка. Ролтон. Я, пожалуй, покидаю это место. Дверь вообще держится на соплях. Все запер. Смотрите, шумит холодильник. Какой-то древний холодильник из магазина. Называется Лига. Не хочу его открывать. Не хочу, он весь в ржавчине. Судя по запаху, ничего хорошего меня там не ждет. В этом холодильнике перегороженный двор и еще одна небольшая комнатка. Что-то типа маленькой мастерской, чтобы ремонтировать мопеды. Пол провалился. Смотрите, какие-то шестеренки, станок, инструменты. Жуть. Это просто жуть. Старая кровать. Что тут происходит? Аккумуляторы. Видимо, тут он пытается поддержать свои мопеды в более-менее рабочем состоянии. Какой-то двигатель, бензобак. Вот такая вот, ребят, экспресс-съемка по-быстрому. Я отсюда выбираюсь. Крыши нет. Вот так вот живут люди. Где-то в глуши лесов. Запчасти
запчасти ржавые. Лежит удочка. Олеся стоит. Вроде как все тихо, спокойно. Накидываем замок обратно. Это очень-очень странное место. Когда мы шли по лесу, мы видели, мопед лежит в лесу. Но мы подумали, может, какие-то кладоискатели что-то ищут где-то по соседству. А видимо, этот мужик в данный момент на мопеде находится где-то рядом. И может быть сейчас даже следит за нами, потому что, может, он нас больше испугался, чем мы его. Вот такой вот домик в глуши. Невероятно. Просто невероятно. Интересно, он сам эту машину собрал или она тут уже была, когда он занял этот дом?